Польское радио на русском. До 1991 года польское радио слушали с не меньшим интересом за пределами страны, чем в самой Польше, особенно в тогда еще советской Украине. И если бы не легендарная третья программа польского радио, в просторечии «Тройка», возможно, так никогда и не появился бы один из самых ярких украинских музыкальных проектов «Скрябин». С подробностями Александр Потиха. 30-тысячный Новояворовск раскинулся всего в 40 километрах от польской границы. Молодой, еще не отпраздновавший и своего 60-летия, город возник в 1965 году как пристань для рабочих и инженеров, трудившихся на добыче серы и их семей. Именно дети первых жителей в конце 80-х и собрали свою первую группу, не догадываясь, что вскоре она станет голосом поколения. Советское радио тогда гремело торжественными сводками и однообразной эстрадой. На этом фоне польская «Тройка» звучала как глоток свободы, особенно ее вечерняя пятничная программа с хит-парадом. Каждую пятницу молодежь вооружалась транзисторными приемниками и отправлялась искать точку, где сигнал ловится чаще и чище. Это был почти ритуал. Именно через «Тройку» они открывали для себя Depeche Mode, The Cure и других западных кумиров, чья музыка стала для них ориентиром, вдохновением и стилем жизни. «Я выучил польский язык только благодаря польскому радио», вспоминает клавишник группы Скрябин Богдан Лыба. To było jak raz na topie w te czasy i to było najmodniejsze. Это была группа «Крас» на пике популярности в те времена. Это было самое модное, что только могло быть. И мы хотели так играть, потому что эта музыка просто заводила, захватывала. Мы жаждали выжать из тех инструментов, что у нас тогда были, хоть какие-то звуки, похожие на те. Тусить jakieś takie dźwięki podobne. Богдан Лыба подчеркивает, что для жителей СССР настоящей редкостью тогда были и целые альбомы, которые транслировались в эфире польского радио. Była to jedna z zalet, za które... Это было одно из достоинств, за которое я любил «Тройку», еще до того, как пластинка, альбом попадал в продажу, а тем более сюда, к нам, в Союз, его уже можно было услышать на «Тройке». Я до сих пор помню, как был записан «Excister Depeche Mode». Я помню, как они ставили даже несколько альбомов подряд, даже Pink Floyd. Еще была одна потрясающая передача, где звучала музыка Pink Floyd с их нового альбома. И, кажется, на фоне Качковский читал тексты песен. Это было что-то особенное. Chyba Kaczkowski czytał lirykę. To było coś. За десятилетия своей деятельности группа Скрябин не раз меняла состав и музыкальный стиль, постепенно двигаясь в сторону поп-музыки. В 2010 году они записали песню «Старые фотографии», где, среди прочего, поется о том, как слушали польское радио, которое открывало этот неизведанный мир. Однокурсницей лидера Скрябина Андрея Кузьменко по медицинскому факультету во Львове была Ульяна Нитефор. Сегодня она львовский стоматолог. Она с уверенностью может сказать, что польское радио изменило ее жизнь. Знаю я по сьогоднішній день багато текстів пісень, і ми на тому виросли. По сей день я помню тексты многих песен. Мы на этом выросли. Это сформировало наши взгляды на жизнь и остается для меня чрезвычайно важным до сих пор. Это были Байм, Леди Панк, Будка Суфлера, Перфект. Мне было всего 10 лет, когда о них узнал весь мир. У нас в подвале был свой клуб. 10 lat, gdy usłyszał o nim świat, w mojej piwnicy był nasz klub. Старший на 10 лет брат Ульяны Андрей тоже слушал польское радио. Он до сих пор помнит, как делал все возможное, чтобы поймать сигнал наилучшего качества западной границы. Использовал он уже необычный транзисторный приемник. Мы слухали спочатку программ перши. Сначала мы слушали первую программу польского радио, особенно летом в Шацке на пляже. Это было лето с радиоприемником. Потом мы начали слушать станции в УКВ-диапазоне. Там были двойка и тройка. Они уже вещали в стерео. Там действительно было что послушать, и качество звука было отличным. Мы делали огромные антенны по 3 метра специально для УКВ, устанавливали их на крыши домов, покупали тюнеры и слушали тройку. Мы слухали тройку. В основном тройку мы слухали. Что же было в польском радио такого, чего не было в советском? Помимо музыки, прежде всего совершенно иной стиль ведения программы. Об этом мне рассказал львовский предприниматель Богдан Зафиевский, который во времена Советского Союза с увлечением слушал польское радио.
to największe było to, że była Самое главное было то, что в польском радио чувствовалась гораздо большая свобода, особенно у тех, кто работал у микрофона. Это было сразу заметно. Человек звучал свободнее, чем тот, кто в те времена вел передачи у нас в Советском Союзе. И именно в этом была самая большая разница. У нас не было ничего похожего, скажем, на «Лето с радиоприемником» в таком формате. Там сидел один человек или двое, и не всегда они были ведущими в обычном смысле. Они просто разговаривали, о чем хотели. У нас такого не было. У нас все, кто работал у микрофона, обязательно имели перед собой лист бумаги, где было четко написано, что он должен говорить, и все. Papieru i tam było napisane, co on ma mówić. I już. Легенда львовского хиппи-движения Алик Алисевич обращает внимание еще на один факт. Цензура в Советском Союзе была очень жесткой, гораздо строже, чем в Польше. Поэтому украинцы слушали по польскому радио не только музыку и развлекательные передачи, но и новости. Польща – это для нас был ковток свободы, власне Польша, бо тут яких 50 километров. Польша была для нас глотком свободы, именно Польша, потому что граница всего в 50 километрах, и мы могли больше знать, быть более осведомленными о жизни и альтернативной культуре Восточной Европы. Ведь Польша – это, по сути, и есть Восточная Европа. Чехи, поляки, Германская Демократическая Республика. Мы старались больше узнавать и о музыке, и о политике, обо всем, что там происходило. И тут нельзя не сказать добрых слов в адрес польской солидарности. Это был настоящий переворот в сознании. Можно сказать, что мы здесь просто сходили с ума от восторга, когда узнали, что в Польше появилась независимая профсоюзная организация «Солидарность», которая вывела на улицы миллионы людей, все польское общество. Они хотели перемен, мы переживали вместе с ними. Мы очень хотели, чтобы в Польше победила демократия, чтобы она стала такой же, как западные капиталистические страны, и чтобы, возможно, и у нас что-то изменилось. Мы в это верили. Но, к сожалению, спустя год-полтора, в конце 1981 года, если я не ошибаюсь, в декабре в Польше фактически установилась военная диктатура. К власти пришел Ярузельский. До влади в Польше фактично стала військова диктатура, Ярузельский. Прошло 8 лет, в Польше состоялись первые свободные выборы. В 1991 году Украина обрела независимость, и жителям Львова и окрестностей больше не нужно было ловить свободные голоса с запада, прячась приемниками у окна. На волнах звучали собственные украинские радиостанции с музыкой со всего света, открытой, разноязычной и живой. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.